Друзья, приветствую вас на канале Ниндзя Капитал. Это дневной обзор. Давайте рассмотрим, какая сейчас ситуация, что происходит, какие движения на рынке идут и какие есть интересные идеи среди акций и других активов. Так, ну вот мир немножко слегка замер в ожидании решения ОПЕК. Скорее всего, они придержатся той стратегии, которую избрали. К декабрю увеличить добычу на 400 тысяч баррелей в сутки. Так, ну вот примечательно, смотрите, ВИКС. На часовом таймфрейме ВИКС показывает, что все как бы, всеобщее благодушие, оно вернулось. Открытие было с просадкой, соответственно, теперь ждем, какое движение сформируется. Пока что здесь есть все признаки того, что ВИКС сегодня-завтра расти не будет. Соответственно, если ВИКС держится ниже уровня 18,5, это говорит о том, что идет риск-он. И так или иначе российский рынок будут шурудить и падать ему не дадут, либо особо не дадут. Так, друзья, далее давайте к календарику перейдем. Ну, сегодня, к сожалению, вышли не очень позитивные, не очень вдохновляющие прогнозы по еврозоне, по Германии. Ну, с Россией здесь все понятно на самом деле, поэтому то, что он ниже 50% вышел, это вполне прогнозируемо и ожидаемо было. Вот на самом деле с Германией ситуация очень тревожная, потому что то восстановление, которое произошло, оно сейчас начинает спадать. Да, данные, которые вышли, они чуть меньше прогноза, и казалось бы, здесь особых проблем быть не должно. Но если посмотреть предыдущие значения, уже получается провал на 5%. Ну, как бы там на 3% меньше, а 3% от 65, это считайте, на 5% величина припала. Так, ну и в еврозоне тоже, там, конечно, немножко в меньшей степени проседание производственной активности, но здесь ситуация заключается в том, что, конечно, Германия это локомотив в производственной части Евросоюза, и поэтому здесь она как бы острее и быстрее остальных стран еврозоны реагирует на то, что происходит в европейской и мировой экономике. Но Германия задает тренд, который не айс. То есть все как бы указывает на то, что сейчас начнется весьма вероятно сползание. Но это не значит, что прямо вот сегодня или завтра мы посыпемся, но уже как бы к осени подготовка идет полным планом. Друзья, далее то, что касается нефти. Ну, поскольку грядет решение ОПЕК, объявление их дальнейшей стратегии до конца года, как они будут придерживаться, не будут придерживаться, нефть немножко проседает. Но на самом деле обращаю ваше внимание, что критические уровни пока не пробиты. Вот пока они не пробиты, высока вероятность того, что вот эта консолидация, которая здесь возникла, она перейдет сначала в тестирование верхней границы, потом пробой и, соответственно, движение на 73,4. Но то, что касается нефти, здесь надо четко понимать, что действительно в соответствии с прогнозом четвертый квартал, скорее всего, будет перевес предложения над спросом, соответственно, но текущие цены на нефть, они, скорее всего, будут в дальнейшем, по крайней мере, до конца года пониже. Потому что цена на нефть, она неотступно следует от дисбаланса спроса и предложения. Соответственно, если есть четкое понимание, что спрос будет падать, предложение будет увеличиваться, то, скорее всего, мы получим либо боковик, либо небольшое снижение. Ну, здесь скорее напрашивается небольшое снижение. Уровень 66.25 себя хорошо зарекомендовал, и, вероятно, где-то вот такое движение до февраля-марта месяца следующего года оно и будет происходить. Так, друзья, далее золото потестило, оно 1807, но чуть не дошло. Сейчас, соответственно, идет движение, у которого первая цель это 1816. Потом попытка пробоя 1819-1820. Это по SFD, часовой таймфрейм. Так, далее серебро. Его сегодня с утра действительно не посмотрели. Но здесь по часовику ситуация, она схожа с золотом. И на текущий момент у серебра развивается вот здесь движение, цель которого сходить на 24,2, потестить вот эту верхнюю границу. Здесь четко сформирован импульс. Достаточно высока вероятность этого движения, ну и соответственно она не реализуется, если будет коррекционный откат и пробитие 23.66. Вот это пробитие, оно обрушит серебро, и соответственно мы получим откат на 23,3. Но с моей точки зрения сейчас вот это
энергия падения, она себя исчерпала, и поэтому развивается такой небольшой пока ростик. Так, друзья, далее вопрос был по палладию, дневной таймфрейм, потому что ликвидность не айс у палладия. Ну, смотрите, здесь вот это движение, импульс, который шел на 2650, он пока еще не закончился. Соответственно, весьма вероятно, это движение, оно в ближайшее время получит развитие, при этом не должно быть коррекционного отката и пробития 2420. Если такой сценарий реализуется, то отсюда разовьется движение с высокой степенью вероятности тестирования вот этой нижней границы. На текущий момент больше факторов указывает на то, что вот эта амплитуда движения, она будет завершена в ближайшее время. Так, друзья, далее фьючерс на индекс РТС, часовой таймфрейм. Нет, это дневной таймфрейм. Сейчас давайте мы часовик поставим. Ну, по часовику все как бы развивается в направлении 172,5. Здесь единственное должно быть уверенное пробитие 169 500 на объеме. Вот если этого пробития не будет, то вот это бодренькое движение у него приведет к откату с целью движения на 166 500. Это я сейчас дневочку поставил, потому что здесь абсолютно четко попытка взятия уровня 169 500, она уже неоднократно проходила, и она неоднократно приводила к откату. Раз, два. Соответственно, сейчас, если здесь возникает пробой, то следующая цель 172 500, возможно даже 174 700, вот сюда вот. Если здесь сейчас пробоя не будет, выдохнем, то вот у нас в идеале куда-то сюда откатиться. Но смотрите, нефть вроде бы держится, падать ей не дают. ВИКС болтается на дне, то есть за российский рынок пока как бы ничего такого не началось. Вполне могут основательно взяться и потащить его куда-нибудь повыше. Так, друзья, далее евро-доллар. Вот в последнее время этот инструмент, он чудит несколько. Но смотрите, вот здесь на часовике уже четко сформировалось движение, у которого цель сходить на 1,2135. Учитывая, какой он непредсказуемый в последнее время, я здесь даже боюсь какие-то доводы строить. Вот, потому что вот это движение, оно с одной стороны сформировано, с другой стороны из-за того, что очень много интересантов, его постоянно толкают в разные стороны. То есть сюда весьма вероятно движение состоится, вопрос только когда оно будет и какими путями. Потому что пути у него в последнее время весьма витиеваты. Так, друзья, далее рубль-доллар USD Tomorrow. Ну, вверх движение не пошло. Соответственно, сейчас тестирование уровня 73.0573. Если его немножко пробиваем, сразу будет добой с целью движения на 72.75. Вот сюда вот. Но опять же, по ряду признаков, вот сегодняшнее движение на укрепление рубля, оно идет без огонька. То есть оно идет очень, скажем так, маленькие люди двигают рубль на укрепление. Так, далее евро-рубль, тоже часовой таймфрейм. Ситуация здесь схожая. Единственное, только вот у него более вероятно, что дойдет движение до 85.95, вот сюда, к этому значению. Ну и здесь, если возникает сейчас пробой, то, соответственно, мы получаем значительный импульс движения на укрепление рубля, у которого цель на дневном таймфрейме составит 85, вот сюда вот. Так, друзья, но если переходить на часовик, туда здесь идет движение на укрепление рубля, и пока что никаких разворотных сигналов на то, что евро будет отскакивать, нету. Так, друзья, далее вот давайте по акциям пробежимся. Норильский никель, дневной таймфрейм. Ну, смотрите, вот здесь 23 850, в этот уровень сегодня уперлись. И, соответственно, пробитие этого уровня сегодня не произошло. Это позитивный момент. Если на часовой график переходить, то здесь, по сути, разворотная формация и цель отскока находится в районе 24 450, вот сюда вот, к этому значению. Соответственно, если возникает противоход и все-таки пробой 23 850, то мы по норильскому никелю пойдем тестить 23 400. Так, друзья, далее Сбербанк. Но я смотрю, за Сбербанк последние 2 дня основательно взялись. Идет консолидация в районе уровня 328,5, 329,5. Вот здесь у него диапазончик находится. Соответственно, чем дольше вот он в этой границе находится, не происходит
коррекционного отката с пробитием 326,3, здесь немножко уровень поменялся, вот, тем, соответственно, больше вероятность того, что отсюда будет всплеск, и цель этого всплеска движение на 338,5, вот сюда, к этому значению. Там диапазон значений у Сбербанка 343, 350, о котором там многие инвестдома прожужжали уши, что туда он должен прийти. Соответственно, здесь при малейшей возможности, намеке на хоть какой-то позитив, капитал двинется в том направлении и потянет Сбербанк сначала на переписывание хай, и потом в диапазон 343-350. Так, друзья, далее Газпром. Ну, смотрите, с Газпромом здесь, по-моему, нечего комментировать. Его тянут на 356-360. Соответственно, здесь единственное, что может сломать ему карму, это коррекционные откаты, пробитие 300-299. Если такого движения не происходит, то его так и будут тянуть и натягивать на 356-360. Это первая цель движения. Дальше посмотрим, что там и как с трубами будут решать. Так, друзья, далее Новатэк. Был вопрос по Новатэку. Ну, смотрите, Новатэк, по сути, с одной стороны, компания, она более технологичная, если это можно так назвать. Вот, она не привязана к закапыванию в землю инфраструктуры. Но с другой стороны, конечно, по мультипликаторам его просто безбожно разогнали. Вот, поэтому текущая вот эта формация, она, конечно, напрашивается на переписывание максимума 1815. Но с учетом P на E и других характеристик, его на какой-то средний срок, ну вот мне просто страшно покупать. Вот, и поэтому, ну, кто-то есть отважный, кто-то верит в него, кто-то разбирается в его бизнесе, он, несомненно, купит. Технически, да, вот сейчас движение на переписывание максимума сформировалось. Оно не происходит, если здесь возникает откат и пробитие 1700. Так, друзья, далее ВТБ. Ну, смотрите, с ВТБ все отлично. Тусит он вокруг уровня диапазона 5,2-5,3. Вот, соответственно, здесь ему осталось еще немножко сделать рывок и потестить 5,5 копеек. А там уже посмотрим, как будут развиваться события. Вообще он должен пробить и уйти наверх, потому что очень давно он здесь болтается. Соответственно, критерий того, что сейчас это движение не произойдет, это коррекционный откат и пробитие 5,2. Если такого пробития нет, он будет здесь консолидироваться, собираться силами и пытаться расти. Так, друзья, далее вопрос был по Яндексу. По Яндексу очень интересная ситуация создалась, потому что здесь с одной стороны гонят все подряд наверх, с другой стороны вот у него есть определенный уровень, это 5500-5450. Соответственно, если сейчас возникает коррекционный откат, это дневной график с пробитием 5450, то вот это все является двойной вершиной и последует, соответственно, движению, у которого цель будет в районе 5120. Ну, если чем дольше мы здесь стоим, тем больше вероятность того, что будет пробой и уход отсюда наверх. Ну, ближайшая цель, которая приходит на ум, исходя из динамики, это 6100. Так, друзья, далее Headhunter. Чудесная бумага, которая по 3-5% в день ходит. Он, конечно, вроде бы собрался лететь в космос, судя по вот этой траектории движения. Но я бы пока его не трогал, я бы подождал, пока он хотя бы скорректируется в район 3700. Ну, а, конечно, совсем в идеале это движение в район 3100. Потому что вот здесь и здесь его можно без особого страха покупать и ждать, когда он повторит путь движения на 4000. Конечно, могут его и дальше сейчас нагонять, но с учетом его ликвидности и значительной стоимости, я думаю, это достаточно ну, некомфортно его сейчас покупать и рискованно. Так, друзья, далее Лукойл, беру дневочку. Смотрите, вот здесь, конечно, вчера его отлили не кисло. Вот, но уровень 6250, который для него является во многих вопросах ключевым, он устоял. Соответственно, сегодняшний день, как он пройдет? Вот если мы не пойдем сегодня переписывать вот эти лои 6200, 6190, ну вот ориентировочно диапазон, который может быть оттестирован, то, соответственно, отсюда у нас обязан произойти отскок, у которого цель движения находится в районе 6450. Так, друзья, далее вопрос был по магниту. Давайте поставим дневочку. Ну, по магниту здесь все как бы собралось для того, чтобы, возможно, сходить
вниз, например, на 5350-5370. Сегодня он пытается отскочить, сломать вот этот начавшийся нисходящий тренд. Если мы все-таки пойдем сегодня-завтра и пробьем 5600, то действительно вот это движение, оно будет сломано, и у нас отсюда сформируется движение, у которого цель будет потестить и пробить 5785. Вот. Но если такого не происходит движения, то он здесь уже немножко подослаб, и надо ему спуститься, чтобы большие ребята могли хорошо закупиться этой бумажкой. Так, друзья, далее Озон тоже дневочку ставлю. По Озону интересная очень ситуация, потому что тут, ну, заведомо идет такая игра, его отливают, докупают, потом опять отливают. Вот. Вчера, конечно, его очень мощно отлили, но смотрите, здесь на самом деле пока нет пробития 3550. Я думаю, все вот эти движения их будут выкупать и двигать Озон на 4300-4350. Это первая цель движения по дневному таймфрейму у него. Так, друзья, ну вот по Интерау вопрос был. Интерау неоднократно обсуждали. Сейчас у Интерау цель движения находится вот здесь, в районе 5,05. Очень долго она не хотела расти, падала и падала. Недельный таймфрейм. Вот, но потом все-таки вот этот сильный уровень 4,22, 4,2 он свое сыграл. И она от этого уровня начала отскакивать. Соответственно, сейчас для нее вопрос очень важный. Это удержание уровня, который проходит 4,5. Если этот уровень не пробивается в результате коррекционного отката, то вот в ближайшие дни или неделю мы можем вполне увидеть 5,05 по этой бумаге. Так, друзья, далее вопрос был по Русалу. Но смотрите, у Русала вот сейчас первая точка, который должен пробить и пройти, это 55. Если он пробивает эту точку, то, соответственно, следующая цель движения — это тестирование максимума, который 58,5, 58,7. Это недельный таймфрейм. Соответственно, вот это движение, оно не получает развития, если будет коррекционный откат и пробитие 52. Если такое происходит, то Русал заляжет на дно и будет консолидироваться в этом диапазоне и, возможно, даже сходит на 41,5. Так, друзья, далее ВСМПО Ависма, недельный таймфрейм. Начала она тоже показывать рост. Бумага несколько специфическая, и поэтому, с моей точки зрения, если вы ее вот здесь в этом диапазоне не покупали, если вы не чувствуете себя как рыба в воде в области титана и титановых сплавов, то ее покупать на дальнейший рост достаточно страшно. Она, конечно, может расти в силу того, что пузыри пока дуют и ожидают того, что будет рост спроса на самолеты, на авиаперевозки, на запчасти для того, чтобы ремонтировать самолеты. А это все титан, фактически это монополист. 50% титана, даже, по-моему, больше выплавляют они. Никто не хочет связываться с этой токсичной процедурой выплавкой титана. Вот. Соответственно, здесь на текущий момент, куда это движение пойдет, до конца мне лично непонятно. Я бы, скажем так, если бы эту бумагу покупал в этом диапазоне, я бы ее держал, но сейчас, мне кажется, здесь в нее заглядывать с учетом тех процессов, которые происходят, ликвидности, нецелесообразно. Так, друзья, ну и вот АФК-система, здесь события развиваются вполне закономерно. У нее цель движения, но промежуточная, это 34,1, и, соответственно, здесь в идеале переписывание 38 и, соответственно, ход еще выше. Компания занимается управлением портфелей других компаний, как раз то, что сейчас модно, надувать пузыри в западном мире. И поэтому здесь вполне как бы сейчас перспективы, если сохраняется хоть немножко положительная динамика на мировых финансовых фондовых рынках, то весьма вероятно, что вот это движение, оно в сентябре произойдет. Опять же, здесь есть рубеж, красная линия 28. Если она в результате отката будет пробита, то вот все это зарождение нового растущего тренда, оно перейдет к стагнации и просадке на 24, возможно, даже 21. Пока достаточно оптимистичный взгляд, соответственно, если не происходит пробой, если здесь движение остается на таком же уровне или консолидируется, будут ее пытаться затащить
Ну, сначала 34, потом 38. Друзья, все основные моменты, основные активы. Спасибо за внимание, успешных торгов.